Итак, это вторая часть поездки, которую я делал для теста максимальной скорости нагрева мотора DA95S после установки его в тяжелый мотоцикл Kicross. Как я говорил, вес мотоцикла 160 кг, поэтому мне важно было установить, как ведет себя этот мотор, как он греется, какая его максимальная скорость на этом мотоцикле. Понятно, что чем мотоцикл легче, тем и больше скорость. И кроме того, что при этой поездке у меня ограничение по контроллеру стояло 160 ампер на разгон. Поэтому сейчас вторая часть — это обычная поездка по городу. И маршрут, как многие уже знают по моим прошлым тестам других мотоциклов или же тоже Kicross, у меня холмистая дорога, есть более 4 таких спусков, подъемов, это хороших, так более-менее холмы, которые не сильно превышают, но 4, которые доходят до 100 метров, чуть больше даже 100 метров подъем и спуск. Поэтому вы можете здесь видеть скорости, потребление как батарейное, так и фазное. Потребление батарейное вы видите на левой стороне БМС дисплея, и потребление фазное на черном дисплее от ноутбука. Вот, поэтому смотрите, наблюдайте. Этот тест, он интересен для тех, кто занимается более-менее настройками. Инженерная часть, чтобы увидеть расходы, увидеть поведение мотора, как он разгоняется и как мотоцикл разгоняется, как мотор себя ведет. Но самое главное, после теста, как я говорил, у меня температура на моторе возросла до 84 градусов. И уже после поездки, точнее после начала поездки по городу, температура, как вы видите, начинает плавно падать, потому что фазные токи уменьшились, гораздо уменьшились. Вот они дошли до номинала и даже ниже. На многих участках, то, что вы видите сейчас, например, это подъем, поэтому ток немного повышенный. Вот, на спусках меньше, но на прямых участках дороги вы увидите, что фазные токи всего лишь около 30 ампер при скоростях 50-55 километров в час. И это очень хорошо. Вообще мотор не может греться. Его температура и сейчас падает даже при 60 амперах. Поэтому смотрите, кому интересно, можете останавливать на определенных участках. Вот на видео видно, где подъем, где спуск. Да, еще что я, наверное, забыл сказать. На правом экране, когда загорается красный сигнал тормоза, вы можете видеть также фазные токи, которые работают при рекуперации мотора. И с левой стороны вы можете видеть, сколько поступает в батарею, токи, которые заряжают батарею при рекуперации. Это, в принципе, в прошлых всех моих тестах, когда я без индикации ноутбука делал, то это отследить невозможно, потому что только батарейные токи можно видеть, а вот поведение самого мотора, сколько он заряжает, сколько можно определить примерно и момент, зная характеристики мотора. Но вот как раз то, что вы видите, минусовое значение токов, это зарядка токами батареи. Всего хорошего.
Да, и для тех, у кого может возникнуть вопрос, в чем разница, почему иногда такая разница большая в расходе, в потреблении электроэнергии из батареи. Если так просто разобраться, то при моторах, которые имеют одинаковую скорость номинальную, КПД там 2-3%, их практически на расходе не видно. И здесь зависит только от передаточного числа, как у нас подобрано передаточное число, и оно влияет на определенную скорость поездки. Но поведение мотора при разгонах, при старте, при торможении, вот это важная часть, которая многими упускается. Потому что мы ориентируемся на КПД, но при разгоне, например, ДА-112 потребляет, понятно, что он и более резкий, и разгон совсем другой, интенсивный, но в этот момент потребление доходит иногда более 200 ампер. На ДА-95, например, даже ручку полностью в пол выкручиваю, потребление максимально до 140 ампер. Это разница, да? То есть вот эти 80 или даже 100 ампер, они влияют на потребление. То же самое при различных маневрах, когда мы даем газ и начинаем разгоняться или обгонять, потребление у моторов различное. И вот эти вот переходные режимы, они как раз и влияют на основное потребление при поездке. Если мы ездим просто по прямой дороге, по горизонтальной, и моторы у нас отличаются на 2-3%, даже 5%, расход незначительный, потому что физику никто не отменял, и на определенную скорость мотоцикл имеет сопротивление, воздушное сопротивление, и требуется определенное киловатт-часов, которые нужно проехать и нужно потратить на определенное расстояние. Поэтому расходы измеряются именно на вот этих переходных режимах. И там самые большие провалы КПД, когда мотор реагирует очень вяло, или же он просто не реагирует. Да? Многие знают, даже при обычных поездках на простых автомобилях, когда даешь полный газ, машина коптит или сзади с выхлопной трубы валит дым, но машина не набирает обороты. Точно так же и с электромоторами. Электромоторы есть очень хорошо, которые реагируют, и вот поведение моторов, оно различается, да? Даже если мощность большая, моторы реагируют очень быстро, разгон быстрый, но и потребление быстрое. Вот здесь КПД падает иногда до 40%, до 30%, да? Если мы даем полный газ, КПД становится 30, 40, 50%, то есть это далеко от номинала. Вот здесь и есть большая разница у различных моторов. Поэтому я и делаю эти тесты, чтобы посмотреть реакции и записать все эти моменты, не только чтобы показать вам это, но я также сам изучаю поведение моторов, чтобы учесть это и в дальнейшем знать, как подобрать мотор для определенного транспортного средства. Спасибо, что вы смотрите мой канал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Смотрите, всего хорошего, и вы будете видеть также природу Вэйхая, где я живу, где я провожу тесты мотоциклов, автомобилей, скутеров.